Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня хочу сшить думочку новенькую. Вот я вырезала круг из такой ткани, ну, вот плотненькая такая она у меня. С этой стороны она как атлас, немножечко такая с отливом. Но я этот атлас сделала изнанкой. И я, кстати, хочу показать, видите, я как обрезала зубчиками. Мы ездили вчера на садовод на рынок. Я купила обалденные ножницы, называются ножницы зигзаг. Ими вот срезаешь любую поверхность сыпучую. Вот видно, да, что тут махрится ткань. Но я до конца не буду. Вот, срезала. И вот она не махрится после этого. Круто же, хорошая вещь. Здесь вот прям вот они вытягиваются, эти нитки. А здесь тяну, а они не вытягиваются. Если кто-то поедет на садовод, 450 рублей. В 13 ряду. Магазин номер не запомнила, но найдете, если нужно будет. Очень крутая вещь. Рекомендую. Я уже попробовала. Хорошая. Вот, я обработала, так как у меня эта ткань была только вот, кусочки небольшие, чтобы сшить вот этот круг, он у меня диаметром 40 сантиметров. И я уже нарезала, чтобы не тратить ваше время, вот такие вот полосочки шириной 9 сантиметров. Тоже это хлопок, но такой совсем очень тоненький, он прям почти полупрозрачный. Вот пальцы мои прям просвечивают через него. И на нем он белый, но вот такие вот как капельки, еще белее на нем. Можно любую тоненькую ткань. У меня таких полосок 3. Длина у них прям длинная, по 1,80 м. Я не знаю, сколько понадобится. У меня просто был тоже отрезок такой вот длиной 1,80 м, а шириной сантиметров 50. И я взялась, думаю, дай-ка я из него вот. Я эти полоски сейчас сошью все в единую одну полоску большую между собой и вернусь, покажу, что буду делать дальше. Прошила, шовчики разгладила на разные стороны. И вот этот вот краешек, который у меня начало, я вот так вот застрочу, наверное, чтобы он у меня тоже не махрился. Все прострочила. И теперь вот складываю вот так вот пополам, ничего не заглаживая, просто вот складываю. И начинаю пришивать к своему вот этому вот кругу, к краю этого круга. Но я буду отступать немножечко, сантиметра 2, наверное, точно я буду отступать. И пришивать я буду так, чтобы у меня время от времени были, делая складочки. Ну, более-менее равномерные я их буду делать. Все, пошли на машинку. Надо еще следить, чтобы вот эти края были вместе, чтобы у нас не получилось, что одна сторона пришилась, а вторая не пришилась. Дошла до конца своего первого круга, обрезала ленточку свою и вот так вот ее завернула, где-то на сантиметр вовнутрь, чтобы у меня не было вот этих махрящихся краев. И застрочу. Первый круг у меня готов. Я вырезала теперь полоску 4 сантиметра шириной. Тоже подворачиваю. Но у нее здесь вот у меня кромка, можно даже не подворачивать. Но если не кромка, то можно подвернуть. И закрываю вот этот шов, подворачиваю вот так вот. Прям вот 5 миллиметров. Немножечко совсем. И закрываю вот этот шов, который у нас открытый. Ну а я хотела напомнить, дорогие зрители, кто не подписался, самое время нажать кнопку подписаться. Те, кто подписан и смотрит в YouTube, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. И, конечно, ставьте лайки и пишите свои комментарии. У своей 9-сантиметровой полоски я опять застрочила краешек, чтобы у меня вот закрытые были все шовчики. Складываю и начинаю пришивать второй ряд, точно так же, как и первый, время от времени делая вот такие вот, присборивая эту ленту свою.
когда пришиваем второй ряд, надо смотреть, чтобы у нас край, вот эти вот края два сложенных, совпадали с краешком вот этой полоски, которую мы пришили после первого ряда. Для того, чтобы у нас не было открытых швов, не торчали ниточки. Складываем складочку и пришиваем. Я уже сделала 4 ряда своих вот этих сборочек. И я вырезала вот из такой же ткани кружочек у меня тут ландыши. И из белой ткани точно такой же кружочек. Складываю их лицом к лицу и прошиваю по всей окружности. Прострочили по всей окружности. Делаем небольшие надсечки, чтобы у нас все удобнее выворачивалось. Теперь вот здесь вот мы разделяем две стороны и здесь делаем, прорезаем отверстие и после этого выворачиваем, выравниваем все, проутюживаем, как некоторые любят напоминать мне, как говорить, но на самом деле проглаживаем, как я люблю говорить. Вот, теперь берем нашу подушку будущую и вот этот свой ландыш пришиваем по краешку, закрывая все вот эти шовчики, которые у нас. Ну, я приколю, наверное, потому что нужно закрыть, чтобы было красиво. Я пришила круг, и чтобы скрыть швы, всякие маленькие дефекты, которые возникли при пришивании, я решила краешек вышить козликом. Я думаю, что сюда это будет к месту. Такая вышивка небольшая. Тем более, что мне цвет ниток прям очень хорошо подходит к расцветке моей будущей наволочки. Дальше следующим шагом я заколола все свои оборочки из первого ряда. И мне надо пришить задняя часть, у меня будет вот такая. Но для того, чтобы можно было всунуть туда подушку, я еще пришью. Вот у меня молния есть. Я прямо ее вот в краешек вошью, чтобы можно было открывать. Сначала молнию вошью, а потом уже буду пришивать все вместе. Все, подушечку я сшила. Молния. Там туда я сшила маленькую домочку, набила ее синтепоном, обрезками, всякими остатками. Сейчас покажу общий вид. Вот так выглядит передняя часть подушки. Это задняя часть подушки, как шляпа большая, как чепчик. Мне кажется, что получилось симпатично. Она такая нежная. Я подстыла, пока делала видео, голос начал хрипнуть, поэтому к концу видео я сдулась уже потихоньку, самочувствие. Поэтому, если я какое-то время не буду выкладывать видео, значит, я заболела. Поддержите меня лайками, комментариями на этом видео. По-моему, очень симпатичная домочка получилась. Если вам понравилось это видео, пригодилась информация или идея, ставьте лайк, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.